Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам о топовом портретном объективе для системы микро 4 третьих Olympus 45 мм f1.2 Pro. Ну, из Pro линейки объективов у Olympus я рассказывал только пока что на канале про 1240 f2.8, который в эквиваленте получается такой стандартный достаточно зум-объектив светосильный, ну, в эквиваленте типа 2480. Обзор этот можете посмотреть, на канале он имеется, если вдруг еще его не видели. На самом деле я больше гораздо пользовался, прям несколько лет, только одним вообще объективом, практически другие не используя. Был моим прям супер любимчиком, это 12100 f4 из Pro, то есть в эквиваленте это получается 24200. И да, он типа 24200, нахрена другие вообще тебе объективы могут понадобиться, если у тебя такой разброс фокусных. А вот профессиональные фиксы, я их из этой серии еще не обозревал. Ну, у Olympus, а теперь уже у OM System есть святая троица фиксов. Это 17 мм, 25 мм, 45 мм с дыркой f1.2. Отличные, супер-пупер крутые светосильные объективы, что в эквиваленте вообще как бы является 34, 50 и 90 мм. Ну, грубо говоря, 35-ка, полтос и вот классический портретник, про который мы сегодня, собственно, будем разговаривать. Попал он ко мне в руки зимой, я вот только сейчас летом добрался до обзора. Кстати говоря, у меня сейчас открыты окна, если вы вдруг услышите улицу, то как бы не серчайте, извините. У меня нет кондиционера нигде в доме, поэтому только открытыми окнами я себя могу охладить. В Санкт-Петербурге 32 градуса сегодня, когда я на момент вот это, да, записи. Ну и я думаю, вы примерно представляете, когда при высокой влажности на болоте 32 градуса, каковы ощущения. У меня сейчас, когда я это все записываю, я практически заживо варюсь тут, сидя в футболочке для приличия, потому что я бы с удовольствием был бы голеньким. В общем, извиняюсь за это вот лирическое отступление. Вернемся к объективу. Зимой он ко мне попал в руки, и объектив этот дал мне мой приятель для того, чтобы я его потестировал, обозрел, поигрался с ним. И также другой приятель дал мне в этот момент для обзора OM System OM5, на который обзор уже есть на канале. И сочетались они прям реально очень хорошо, потому что у них у обоих там заявленная влагозащита, пылевлагозащищенность, какая-то там морозоустойчивость, ну, там IP53 уровня и так далее. В общем, когда у тебя на улице прохладно и снегодождь, около профессиональная камера и про стекло сочетаются просто наилучшим образом. Профессиональные праймы с дыркой f1.2 у Olympus, теперь OM System, да, выглядят практически одинаково, они фактически по размерам своим, по весу близки друг к другу, в общем, почти идентичны. У них одинаковый диаметр светофильтра, что как бы удобно, действительно, чтобы, например, под каждый из этих объективов, если ты обзавелся всей троицей, отдельный светофильтр себе не покупать, это классно, это отрадно. Но из-за того, что они выглядят супер одинаково, если ты их складываешь, например, в рюкзак все вместе, и забыл, какой из них какой, можно реально запутаться, и это как бы действительно такая проблемка небольшая. Отличается внешне только более свежий OM System 20 мм f1.4, у него дырка поменьше, это 40 мм в эквиваленте, и у него нет клатч-механизма для быстрого переключения в ручную фокусировку. Ну, в общем, он, скажем так, хоть и к Pro серии относится, но он попроще, по идее, чем остальные эти объективы по своим каким-то характеристикам. Но я его пока не тестировал, надеюсь, в ближайшее время получится его заполучить в свои лапы и все-таки поиграться и с ним тоже. Ну, а так они все, конечно же, сделаны из металла полностью, у них нет там каких-то прорезиненных поверхностей, как бывает, знаете, там на кольце фокусировки, например. Нет, там и оно тоже, и кольцо фокусировки тоже просто с насечками металлическое. У них у всех имеется влагозащита, ну, как обычный стандартный набор профессиональных объективов. Ну и, конечно же, все эти объективы, из-за того, что у них, собственно, большая такая светосила, они настолько классно сделаны, у них сложная оптическая схема, они не маленькие и не легкие, но, опять же, это все относительно, потому что относительно действительно некрупной какой-то системы типа микро 4 третьих, они, ну, ощущаются такие крупноватыми, конечно. Но на фоне каких-нибудь полнокадровых предложений, которые были бы похожи на них по характеристикам, конечно же, все равно это достаточно компактные стеклышки. Там, если вы посмотрите на какой-нибудь Sigma 35 f1.2,
и сравните ее размер с условным 17 f1.2 у Олимпуса, то все станет ясно, насколько все-таки микра меньше, потому что матричка меньше, тебе столько туда стекла завозить не надо. В общем, все очень просто и логично. Ну, давайте сейчас я вам объектив покажу, как у меня в руках присутствовал, когда покручу его, поверчу, вместо того, чтобы просто про него болтать. Ну, а дальше мы уже к картинкам перейдем. Объектив не очень-то тяжелый, ну такой все же, да, относительно стекол на микре других, да, он все-таки довольно увесистый, он сделан полностью из металла, все, что только тут можно сделать из металла, все из него, собственно, сделано. Ну, естественно, это Pro-серия Олимпуса, тут как бы других вариантов и не может быть. У него также, соответственно, есть нормальная влагозащита полноценная, везде стоят резиновые уплотнители, с ним можно в любую погоду снимать. На корпусе имеется всего лишь одна кнопочка, вот эта вот программируемая, на нее можно повесить любые функции, ну, в меню камеры просто настраиваешь. Какого-нибудь рычажка, переключающего в мануальный режим, здесь, конечно же, нет, потому что здесь традиционно для Олимпуса такая конструкция, когда ты сдвигаешь просто кольцо, и у тебя автоматически все переключается в мануальный режим. Обратно сдвигаешь, у тебя опять автофокусное состояние объектива. Шкалы тут, видите, как нанесены. Достаточно большой ход, плавный. И, насколько я понимаю, все-таки это именно механическое какое-то сопряжение, потому что оно довольно тугое, довольно плавное и имеет начало и имеет конец. Это не электронный вариант, насколько я понял. Диаметр светофильтра 62 мм, как и у других Pro стекол из этой серии с дыркой 1,2, то есть 25 мм, еще есть 17 мм. Они, в общем-то, все трое из ларца одинакового с лица, они похожи все, да, действительно, внешне, по габаритам похожи. В принципе, если они у тебя лежат, допустим, вот так вот, да, там, особенно если еще крышечкой вот так вот закрыты, то можно, в принципе, их спутать, если они у тебя в рюкзаке таким образом лежат. Надо как бы помнить, где какой лежит. Ну, из надписей на самом корпусе здесь только вот написано, что Splash Proof. IP53 также рейтинг имеет, как и большинство тушек современных, актуальных у Олимпуса. Ну и также здесь надпись есть Made in Japan, то есть сделано оно все-таки в Японии, а не во Вьетнаме, как другие более простые объективы Olympus и OM Digital. Ну что ж, очевидно, этот объектив с эквивалентом фокусного расстояния 90 мм и с дыркой 1,2 предназначен для съемки портретиков. И, конечно же, портреты я на него поснимал. В свое время когда-то, когда еще я его не собирался обозревать, а просто мне в руки попадал на другой совершенно камере, по-моему, на EM1X я его нацеплял на каком-то фотографическом мероприятии. Я сделал там пару кадров. Вот, к примеру, фоточка у окна с не очень таким внятным светом. И также со странным светом, но уже так в потемках, на более длинной выдержке, в студийных таких условиях. Тоже вот фоточка вам, пожалуйста. Ну и также уже, когда объектив мне попал действительно в руки полноценно, я отправился в студию и поснимал на него очень крупных портретов, ну таких вот прям фотоголовушки девочки специально, чтобы посмотреть, как он себя поведет. Только на максимально открыто, естественно, я объектив использовал. Дырку, к слову, я вообще не закрывал. Во всем обзоре везде будет дырка f1.2, сразу это оговорю. И сразу же с открытой, у него охуенная резкость, все там вот реснички, волосики, все, что хочешь там, все, что надо, вот, чтобы было резким, у тебя офигенно резкое. Все, что вот нужно, чтобы у тебя было в бакешечке, размытие, плавные переходы, красивый рисунок, с этим вообще полнейший порядок. В общем, красотища. Ну, а потом я вышел из студии, благополучно насладиться нашим зимним питерским вот этим снегодождичком. Еще раз повторюсь, все картиночки на максимально только открытой диафрагме, f1.2. Поснимать я постарался какого-то более-менее каноничного стрита, где вот я человека из толпы там выхватываю, и получается у меня какой-то его такой
около портрет. Но на самом деле не совсем удачно фокусное расстояние использовать 90 мм в эквиваленте, да, для таких съемок. Мне не очень нравится ощущение, как будто я подглядываю за людьми, как будто бы слишком издалека, какое-то ощущение дистанции, какой-то невовлеченности моей. В общем, я такое не люблю. Сразу, ну, вы, в принципе, знаете, что я не люблю, когда на телевики и на вот это вот снимают. Это допустимо. Есть определенные типы съемок, в которых это круто смотрится, но точно не те вот из ТикТока, да, съемки дебильные. Есть крутые съемки, я обязательно про них когда-нибудь расскажу, когда найду время. Ну, в общем, можно просто стрит снять и на этот объектив, так для примера. И тут у меня как раз появилась идея попробовать поснимать что-то в духе Соло Лейтера. Ну, если не знаете, это такой фотограф, который снимал, очень часто использовал там с 50-х годов по нулевые, снимал на длиннофокусные в основном объективы, игрался с отражениями какими-то, с планами, которые там, ну, средний, дальний, да, там, передний план. И делал иногда довольно странные решения какие-то с точки зрения фокусировки. То есть было важно не то, что у тебя сейчас в фокусе, а то, как у тебя цветовые пятна находятся в кадре, немножко полуабстрактные некоторые кадры у него получались, ну, некоторые очень вполне себе сфокусированы на какой-то определенной теме. Ну, в общем, фотограф классный, фотограф крутой, если не знаете, гуглите Sol Leiter, просто у него есть чему поучиться, очень крутой чувак. И, в общем, я побежал ему подражать. Ну, вроде бы не очень плохо получилось. Я отрубил автофокус, сдвинул колечко, вот этот клатч-механизм на себя, только на максимально открытой дырке f1.2 снимал и только ручками наводил, куда мне нужно. В общем, получил я максимальное удовольствие от обращения с этим объективом, конечно же. То есть, ну, тут прям все удобно, все плавно, все аккуратно. Ну, в общем, высшего качества вещь, сами понимаете. Ну и стоит сказать, что объектив для портретника очень близко фокусируется. У него минимальная дистанция фокусировки 50 сантиметров всего лишь, что недоступно на большинстве полнокадровых, к примеру, 85-ок каких-нибудь, потому что, ну, большинство из них там с 80 сантиметров, с метра где-то могут максимально близко сфокусироваться. И иногда это бывает не очень удобно, тебе хочется вот прям ближе на что-то навестись, а ты не можешь, потому что у тебя, ну, вот так устроен объектив, ну, к большому сожалению. А на этот объектив можно прям реально выделить какой-то объект, снимать очень близко, и при этом у тебя будет в очень красивом, мягком растушеванном боке находиться, ну, все, что тебе не надо, скажем так. Все остальное будет размываться, а самый главный объект находиться точно в фокусе, супер резким и красивым. Ну и, кстати, да, над бокешкой действительно в про-объективах Olympus поработали замечательно. Они не использовали аподизационные фильтры какие-то встроенные. Есть объективы, вообще существуют, у которых есть аподизация, там такой специальный фильтр, у которого чуть-чуть затемнены края круга, и за счет этого чуть более такое размытое, мягкое боке растушеванное. Здесь они добились мягкости растушевки, вот этой вот, ну прям реально бокешка. Очень красивая, очень симпатичная, прям художественная. Для ценителей вот именно размытия этот объектив тоже должен очень хорошо подойти. Я, честно говоря, ну, типа, мне пофиг на бокеху, но оценить ее вот именно художественную какую-то сторону, ее качество я тоже вполне себе способен. В общем, кайфовый объектив, превосходная вообще стекляшка, он отлично сделан, он металлический, влагозащищенный, неубиваемый, увесистый, ну не слишком увесистый, нормальный вполне себе. Оптически он тоже прекрасен, каких-то серьезных там дефектов, типа винеток, хроматических аберраций и прочей хуеты я там не пронаблюдал. Ну то есть они там есть, конечно, но их настолько мало, что можно вообще даже про это не разговаривать, абсолютно не вижу смысла как-то на этом заострять внимание, ну чуть-чуть есть, да. Но в принципе, объектив дает
очень красивую, очень дорогую картинку. Ну, он, в принципе, самый недешевый, действительно, но относительно каких-нибудь топовых решений для полного кадра он, опять же, очень дешевым является. Ну, а внутри системы у него, на самом деле, ну, не так много конкурентов, именно, ну, как портретника, я имею в виду. Ну, наверное, самое близкое к нему по качеству стекло — это Паналейка 42,5 мм f1.2, очень старая, она гораздо старше, чем этот объектив, у нее нет влагозащиты, но она тоже хорошо сделанная, оптически красивая, замечательная, и размытие там прекрасное. Но оно ощущается как-то попроще, что ли, чем Olympus 45 мм f1.2 Pro. Если мы будем рассматривать именно как боке-монстра какого-то объектива, именно бокешка, где круче, нажористее и как-то, не знаю, мягче и интенсивнее проявляет себя, то, конечно, есть у Olympus того же объектив 75 мм f1.8, на него, кстати говоря, у меня обзор на канале уже имеется, там прям бокешка, так бокешечка, но у него фокусное расстояние не такое удобное в эквиваленте, то есть там угол обзора как на 150 мм, соответственно, тебе надо прям очень далеко все время отходить, особенно в студийных условиях это не очень удобно, потому что, ну, они бывают ограничены по своим пространствам, ну и вообще не очень удобно, когда ты сильно далеко от модели, с ней работать непосредственно. Такие же впечатления остаются и от Sigma 56 мм f1.4, она на микру, если что, тоже есть, она не только под кропы, но здесь получается 112 мм, это, конечно, поближе, и там тоже с резкостью все в порядке, бокешка прекрасная, объектив замечательный, кстати, по цене качества, наверное, он один из самых лучших в системе, но есть вообще модели, которые гораздо дешевле и которые будут, ну, не совсем уж ужасную картинку далеко выдавать, то есть топ за свои деньги — это вот Xiaomi-вский объектив 42,5 мм f1.8, на который тоже есть у меня обзор. Также очень дешевый, но чуть подороже, это Olympus 45 мм f1.8. Также есть еще Panasonic 42,5 f1.7. У меня есть, кстати, сравнение. Я недавно выпускал ролик, где я сравнивал Olympus 45 1.8 и Panasonic 42,5 f1.7. Они в цене отличаются практически там в 2 раза в пользу Panasonic, в смысле, что Panasonic дороже. Но по качеству, на самом деле, там соу-соу. Ну, в общем, если интересно, можете также обзорчик этот глянуть, обзор этот сравнения. Ну, если бы я располагал огромным количеством денег, и основной моей системой была именно система Olympus микро 4 третьих, то я бы, конечно, без каких-то там раздумий пошел бы и купил себе 45 1.2, но так как это не является на сегодня моей основной системой, сейчас я в основном снимаю на Sony, приходится как бы стекла, страдаю, конечно, стекла на нее покупаю, вот, и то не очень дорогие. Ну и иногда мне еще мои китайские друзья присылают какие-то объективы на обзоры, многие я с большим удовольствием оставляю себе, потому что они прям очень классные, ну, скоро у меня будет целый вал обзоров на китайские объективы. Все будет впереди, дождитесь. Ну, а я надеюсь, что этот обзор оказался для вас полезен. Вам было интересно узнать мое мнение про объектив Olympus 45 мм f1.2 Pro. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, чтобы порадовать алгоритмы YouTube. Пишите в комментариях, что вы вообще про это все думаете, нужно ли вкладываться серьезно так вот в систему микро 4 третьих, насколько она хороша именно для профессиональных каких-то движений таких. Ну, а я желаю вам хороших снимков, всего хорошего, до новых встреч, пока.